Приветствую всех на канале Scale Journal, и сегодня мы продолжаем с вами знакомиться с продукцией фирмы Wilder. Следующим этапом тонировки после масляных точек является смывка. Смывка – это жидко разведенная масляная краска в пропорциях примерно 1 к 1. Изготовить ее можно самостоятельно, но гораздо удобнее пользоваться готовыми вариантами. В ассортименте фирмы Wilder есть несколько вариантов смывок. Это Black Smoke Wash, черная, Deep Shadow Wash, темно-коричневая, Brown Shadow Wash, коричневая смывка, Grey Shadow Wash, это серая смывка, и Dark Rain Marks Wash, это по цвету, например, между Deep Shadow и Brown Shadow Wash. Каждая из смывок рекомендуется применять на определенные цвета. Опять же, только рекомендация, и, например, Black Smoke Wash рекомендуется для темных оттенков цветов, например, такой как темно-серый. Brown Shadow Wash рекомендуется применять на желтые песочные оттенки. Grey Shadow на любые светлые, ну и, например, на зимний камуфляж. Также некоторые смывки могут применяться для имитации различных подтеков. Как вариант Dark Rain Marks Wash может быть применена для имитации дождевых потеков. Black Smoke Wash может применяться для имитации горюче-смазочных материалов. Но об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Но сегодня мы рассмотрим базовый вариант применения смывки. Для нанесения смывки мне потребуется непосредственно сама смывка. В моем случае это будет Deep Shadow Wash. Также потребуется тинер или White Spirit, емкость, в которой можно будет налить тинер, пара кистей, тонкая, острая и небольшая, плоская, а также ватные палочки. Перед применением смывки ее необходимо тщательно взболтать и перемешать. Главная задача смывки – это придать модели больше объем, выделить отдельные элементы, сделать модель более рельефной. Применяя смывку, можно искусственно создавать тени на швах, углублениях, выделять, например, клепки, болты, различные швы. Смывку лучше всего наносить на глянцевую либо полуглянцевую поверхность. Я модель танка уже предварительно покрыл полуглянцевым лаком. По гладкой поверхности смывка растекается более охотно и заметно легче убираются излишки. Смывку удобнее всего наносить круглой тонкой кистью размером единица. Смывку нужно наносить как можно аккуратнее, так как впоследствии придется убирать меньше подтеков, что позволит сэкономить время. Спешить здесь никуда не нужно, делаем максимально аккуратно. Можно обратить внимание, как смывка растекается по желобкам и вокруг деталей. Применение данной технологии скажется на модели более ярко и будет более заметно, поэтому на данном этапе нужно быть крайне аккуратным, чтобы не испортить все предыдущие труды. После того, как мы нанесли смывку, и она немножко подсохла, с помощью смоченной плоской кисти в тинере можно начинать убирать излишки. Давайте посмотрим, как это делается.
Как я уже говорил ранее, чем более аккуратно мы наносили смывку, чем меньше предстоит работы по убиранию излишек. С некоторых поверхностей, как я уже говорил, удобнее убирать излишки с помощью ватной палочки. Ее также предварительно необходимо смачивать в разбавителе. При использовании ватной палочки есть свои минусы, так как после нее могут оставаться ворсинки. Поэтому применять ее рекомендуется крайне ограниченно. Лучше убирать излишки все-таки с помощью кисти, там где это возможно. Различают несколько видов смывки. Точечная или адресная смывка – это когда мы выделяем конкретные элементы с помощью тонкой кисти, при этом не заливая всю модель. Также бывает общая смывка, но мы ее рассмотрим как-нибудь в другой раз. Суть ее заключается в том, что она делается на большую поверхность. То есть, например, это поверхность с циммеритом, либо какая-либо рифленая поверхность и любые другие похожие поверхности. После нанесения смывки и после того, как мы убрали излишки, давайте посмотрим на результат. Как вы можете заметить, там, где мы наносили смывку, поверхность значительно изменила свой внешний вид. Мелкие элементы выделились, приобрели дополнительный объем, ну и в целом модель стала более подчеркнутой. Опять же, разница между левой и правой половиной, я думаю, хорошо заметна. Также будет хорошо заметна разницу, если посмотреть на катки. Слева у нас каток, который мы не обрабатывали смывкой, справа каток после обработки смывкой. Аналогично можно сравнить и другие катки. На катках разница более очевидна. Также давайте посмотрим, как у нас изменился внешний вид башни. Сегодня мы с вами познакомились с ассортиментом смывок фирмы Wilder и базовыми методами и приемами работы с ними. Я надеюсь, вам все было понятно, а если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. Спасибо, что посмотрели данное видео. Также я рекомендую обратить внимание и посмотреть эти видео, а также не забывайте посещать мои страницы в социальных сетях и мой личный сайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока!